Всем привет! Наверное, все уже знают, что есть такой очень надежный инсайдер под именем Стив Хеммерстофер, известный в Твиттер под ником OnLeaks. Так вот, этот дядька вчера опубликовал качественные изображения первых полностью беспроводных наушников от компании OnePlus, а также смартфона Realme GT Neo 3. Но это еще не все. Сегодня он показал на качественных картинках лично мной долгожданный смартфон Redmi K50. И он получился действительно не похожим ни на один ранее представленный смартфон. А это в наше время очень большая редкость. Напоминаю, Стив Хеммерстофер — это очень надежный инсайдер. Многие утечки его впоследствии полностью подтвердились. В частности, так было с Samsung Galaxy S21, Sony Xperia XZ4, Google Pixel 4 XL, Huawei Mate 40 Pro и также Sony Xperia 10 Mark III. Следовательно, мы имеем почти официальную информацию внешнего вида. А также мы уже знаем сейчас практически все технические характеристики смартфона Redmi K50. И они, честно говоря, удивляют, если учитывать стоимость его. Всего $400. Итак, основные фишки гаджета — это мощный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 1, AMOLED-дисплей на 6,6 дюйма, аккумулятор емкостью 5000 мАч, Android 12 из коробки, основная камера на 64 мегапикселя, а также Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, ИК-излучатель и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! По внешнему виду можно заметить, что смартфон Redmi K50 напоминает популярную модель в Китае Xiaomi Civi. Ну, чуть-чуть, я имею в виду блок камер. Как мы можем заметить, в основной камере будет 4 сенсора. К сожалению, перископного нет. По слухам, разрешение датчиков составляет 64, 8 и 5 мегапикселей. Также есть предположение, что первые два будут заимствованы у смартфона, опять же, Civi. О телеобъективе и оптической стабилизации изображения речи не идет, что, на мой взгляд, чуть-чуть огорчает. Также нет информации о фронтальной камере, но она мало кого особо сейчас, на данный момент, интересует. Сердцем смартфона, как всегда, станет однокристальная платформа от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 1. Тут мы получили трехкластерную архитектуру. Большое ядро Cortex X2 работает на частоте 3,0 ГГц, 3 ядра Cortex A710 трудится на частоте 2,5 и 4 малых ядра Cortex A510 на частоте 1,79 ГГц. Скажем прямо, это очень и очень хороший результат. Платформа получила графический процессор Adreno 730, а также процессор обработки изображений Spectra 680. Стоит отметить, что выбор процессора очень и очень странный, поскольку уже несколько месяцев говорят всевозможные инсайдеры, а также источники о мобильных процессорах Snapdragon 870 и Dimensity 8000. В данной серии напишите в комментариях, какой бы процессор хотели получить именно вы. Максимальный объем модуля ОЗУ в грядущей новинке составит 8 гигабайт. Вместе с тем, флеш-модуль будет рассчитан на 128 гигабайт. Не рекорд, но все же вы должны учитывать стоимость данного гаджета. Экран устройства, что немаловажно, плоский. Я знаю, что для многих людей это предпочтительнее, чем так называемый экран-водопад. Его диагональ составляет 6,6 дюйма. Можно не сомневаться, что Redmi K50 получит панель AMOLED с разрешением Full HD+, и кадровой частотой 120 Гц. Для многих людей это большой минус, но есть также многочисленные плюсы. Я имею в виду технологию матрицы. Преимущество такого экрана — это способность отображать большую цветовую гамму. На 32% больше физического предела жидкокристаллической матрицы Super IPS. Сканер отпечатков пальцев встроен в клавишу включения. Разъема диаметром 3,5 мм для подключения наушников, к сожалению, нет. Но зато сохранился ИК-излучатель. Для кого-то это может
показаться большим плюсом. Также герой заметки обзаведется беспроводным контроллерами Bluetooth 5 и 2 и Wi-Fi 6, портом USB-C и стереозвуком. Redmi K50 приписан также аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Ватт. Стоит остановиться на 3 факторах, которые раскрывают суть сложности решения. Первый фактор – технический. На данный момент столь быстрая зарядка возможна только при использовании 2 аккумуляторных элементов. Только так можно добиться хорошего отведения тепла, а также сделать смартфон тонким и легким, что сейчас очень и очень важно. Второй фактор – дороговизна подобного решения. Поддержка зарядки такой мощности требует применения дорогостоящих компонентов во всей цепочке. То есть системная плата, аккумулятор, кабель, зарядное устройство и так далее. То есть действительно на всем этом не стоит экономить. Третий фактор – дефицит комплектующих. Стоит отметить, что на полную зарядку аккумулятора будет уходить всего-навсего 17 минут. То есть поиграли, разрядили смартфон, а как мы знаем, данный процессор разрешает смартфон очень и очень быстро, если вы играете в производительные игры. Зарядили за 17 минут и вуаля, у вас новенький смартфон. Я имею в виду аккумулятор. Модель появится на прилавках магазинов с оболочкой MIUI 13, которая будет построена на базе операционной системы Android 12. Основные фишки оболочки — это полностью переработанный механизм системных эффектов, система жестов целиком позаимствована из голого Android 10, доработанный нелинейный темный режим для любого софта, уникальный комплект суперобоев с реалистичными планетами, а также отдельное меню для быстрых переподключений и обновлений. Ну и, конечно же, многое другое. Официальная премьера Redmi K50 и Redmi K50 Pro ожидается в марте этого года. Также, что немаловажно, цена будет плюс-минус $400, что, на мой взгляд, достаточно интересное решение на 2022 год, учитывая характеристики. По предварительным данным, на глобальный рынок грядущая новинка выйдет под брендом Poco. Какое название? Сейчас на данный момент информации нет. Напоминаю, бренд Redmi, который получил статус суббренда, ударными темпами развивает свои линейки устройств. Все идет к тому, что компания и дальше будет идти курсом на раздутие модельного ряда. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом компания Redmi удивляет своих фанатов, а также простых пользователей. Мы получаем все лучше и лучше смартфоны. Как вы видите, за $400 мы получаем очень и очень крутой флагман, можно сказать, потому что процессор мощный Snapdragon 8 Gen 1 один из самых мощных процессоров на 2022 год. Да, есть проблемы с перегревом, но вы должны понимать, что за 17 минут зарядили и вуаля, играем дальше. Второе, мы получим достаточно интересный экран на Full HD плюс разрешение. Да, тут никаких ни 2К, ни 4К, но больше не надо, на мой взгляд, по крайней мере. Ну и, конечно же, 120 Гц. Без этого никуда в наше время. Но самое главное, это, конечно же, глобальный рынок. Я жду именно данный смартфон на глобальном рынке. Почему? Потому что я живу в Беларуси. И там мы увидим данный смартфон предположительно под брендом Poco. Какой именно? К сожалению, сейчас информации нет, как я говорил ранее. Ну что же, ждем презентацию, ждем смартфон на обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.